but the goal was to how to purify the mind. Мы на прошлых двух занятиях говорили в формате ответ-вопрос, разбирали письмо одного из... Но цель наша была очищение ума. It's very important the last 3 sessions you listen to it again and find out, do you have those questions and what are the answers so that we can purify the mind. Очень важно, чтобы те вопросы, которые были разобраны на предыдущих 3 занятиях, мы слушали снова и снова и задумывались над тем, а есть ли эти вопросы у нас в нашем уме. If you do not purify the mind, the spiritual awakening is not possible. Если мы не будем очищать наш ум, то тогда духовное пробуждение невозможно. So when you say the spiritual awakening, that permanent peace and happiness, love, truth and wisdom, not at all possible. То есть духовное пробуждение, а именно достижение состояния любви, счастья, мудрости, оно невозможно. Namaste, sir, in the session and after the session, jealousy, hatred, anxiety, not possible. Если во время занятия мы говорим «Намасте, Гуруджи», а после занятия у нас возникает зависть, гнев, беспокойство, то тогда достижение духовного пробуждения невозможно. I received one message. I will complete it and then we will start with our journey. So one message I received, oh, you gave an example of a person who changed in 1 year. And I have been attending your session for the last 5 years. I did not change. Who is responsible? Гуруджи получил сообщение от одного человека. Мы сначала его разберем, а затем продолжим занятие. Так этот человек написал, что вот вы когда-то сказали, что кто-то там из ваших учеников достиг за год, а я уже много лет посещаю ваши занятия. Почему я до сих пор не достиг? И Гуруджи на это отвечает, а кто же в ответе, кто виноват в том, что вы не достигли? Guruji, you are responsible for everything. Мы говорим, что Гуруджи за все это отвечает. Мы его делаем ответственным. I was talking in other class, the intellectual understanding is one thing. Как Гуруджи уже объяснял на одном из занятий, интеллектуальное понимание – это одно. And internalization of that knowledge is totally another. Хранение этого знания – это совсем иное. Your mind says, I have a stress. Do you remember that I taught you, you are not made for the stress? Peace is my essential nature. Do you even repeat it? Do you even think of it? No. How can you change? Если ум нам говорит, что у нас стресс, вспоминаем ли мы о том, как нам говорил Гуруджи, что стресс не является нашей истинной природой, что наша истинная природа – это мир. Если мы об этом не вспоминаем, то тогда как же мы можем измениться? I have understood, but I am not changing. Я понял, но не меняюсь. So you see that our master says that we have 2 types of the mind. One is the impure mind, and other is the pure mind. Учителя утверждают, что есть 2 типа ума, один чистый ум и другой загрязненный. Impure mind has 2 aspects. Загрязненный ум имеет 2 аспекта.
So the impurity begins with what we say in Sanskrit, sankalpa. Загрязнение начинается с того, что на санскрите называется санкальпа. What is sankalpa? Imagined happiness in the world. Санкальпа – это воображаемое счастье, которое находится во внешнем мире. Oh, let us go to the restaurant. You know, the food is very good. I have an imagined happiness in the food. Давайте сходим в ресторан, там вкусную пищу подают, и таким образом мое воображаемое счастье проецируется на эту пищу. Did you understand this point? Все понимают этот момент. Not only in the food. Imagine happiness. I am alone, so now I am dating. So imagine happiness in the soulmate. Imagine happiness in the car, in the house, in the clothes, and long list. Это не только к еде относится, это относится и к любимой любимому, и к автомобилю, к дому, к множеству вещей, к которым я привязан. So then what happens? Can you think of it? И что тогда происходит? Можем ли мы об этом задуматься? With imagined happiness or pleasure or love or peace in anything outside, mind says, now I will desire for it. Когда я вижу это воображаемое счастье в каких-то объектах во внешнем мире, то тогда ум говорит, ну, значит, я буду желать эти объекты. Are you getting it? Все понимают? Say yes, even if you are not getting it. Говорите да, даже если не понимаете. So imagined happiness triggers the mind, causes the desire, and that desire means what? I'm seeking something other than me in the world for happiness. Воображаемое счастье заставляет наш ум искать счастье во внешнем мире, и это означает, что я ищу что-то, что отличается от меня, и думаю, что оно принесет мне счастье. So I'm searching for imagined happiness in the world. That is the meaning of desire. Я ищу воображаемое счастье во внешнем мире, и это называется желание. So your desire is fulfilled. You have a short-term pleasure and it is gone. И, допустим, желание удовлетворено, у нас появляется краткосрочное удовольствие, и затем оно исчезает. So that desire now moved to repeat the same action again and again, going back to the same restaurant again and again, going back to the same soulmate. Honey, you love me, I know. Honey says, I'm busy. И затем появляется желание повторить это действие, например, сходить в ресторан снова и снова, побыть с любимой снова и снова, хотя она может сказать, я занят. So now that imagined happiness is gone, so I get agitated. И тогда это воображаемое счастье исчезает, и я расстраиваюсь. Did you understand? That desire has become greed by repeating it. That desire become agitation and the stress in my mind. Все поняли, что это желание, оно стало жадностью и привело к раздражению, к беспокойству моего ума. So I blame and complain. I am jealous and hatred. It is because of my imagined happiness. I have to take care of my mind. I have not to blame anyone in the world. И я начинаю жаловаться, обвинять, и все это из-за этого воображаемого счастья.
которая находится в моем уме, поэтому я должен позаботиться о своем уме, а не обвинять кого-то во внешнем мире и не жаловаться. Are you understanding? Все ли понимают? And again, I'm pleading those who still have a jealousy. I believe they are going to remove this jealousy this week. И снова Гуруджи просит, что у кого еще есть зависть, он надеется, что эти люди избавятся от нее на этой неделе. So now you have to ask yourself, those who has sent me a message that I have been with you for the last 5 years, I do not change. I have been pleading these people to change and they are not ready to change. И вот тот человек, который написал, что он с Гуруджи последние 5 лет и все еще ничего не поменялось, это потому, что этот человек не хочет меняться, и Гуруджи просит нас всех поменяться. Now, I'm not attacking you guys, I'm just explaining the principle. Но Гуруджи здесь никого не атакует, не обвиняет, он просто объясняет нам принципы. I don't want to change. I'm still sticking with the imagined happiness. I have a lot of expectations from the others that they should change. I will not change. That is the reason I'm not able to change. So what is this known as in Eastern wisdom? This is known as a delusion. I live in delusion in my mind and intellect. У меня множество ожиданий от других людей. Я не хочу меняться сам, но я ожидаю, что другие изменятся. Как это называется? В восточной мудрости это называется заблуждение. Why I don't change? I have a big ego. А почему я не меняюсь? Потому что у меня большое эго. So now you see desire becomes agitation, desire becomes the greed, desire becomes the delusion, desire becomes the pride, and desire becomes the jealousy. That is what is happening to you and you do not understand this. Итак, что происходит? Наше желание становится завистью, гордыней, беспокойством. Это то, что с нами происходит, а мы этого не замечаем. So those who say they could not change, they should think over today's lesson 1 million times. You will change the next day. Те, кто думают, что они не поменялись, ничего с ними не произошло, они должны это сегодняшнее занятие прослушать и обдумать 1 000 000 раз, и тогда обязательно изменения произойдут с ними. Now the next question comes that when these things are going on in my mind at the subconscious level, at the habitual level, then what states of the mind I am living every day, 24/7? Тогда возникает вопрос, если эти все события в моем уме происходят на подсознательном, на уровне привычном, который я не замечаю, то тогда в каких состояниях пребывает мой ум 24 часа в сутки? Now we are trying to understand, okay, you have told us, no, I don't have jealousy, but I will not talk to that guy. So what is this state of the mind? This is your sheep mind. И кто-то может сказать, что поскольку, раз уж вы нам сказали не испытывать зависти, то я не испытываю никакой зависти, но я не буду общаться с этим человеком все равно. Что это за ум? Это ум, который подобен овце. So now we are understanding what is exactly happening by those thoughts and feelings and imagined happiness. It gives rise to a different states of the mind that I don't recognize. That is why I'm not changing. Так, что происходит? Происходит то, что все эти
эмоции, они порождают различные состояния ума, и поэтому я не меняюсь. It binds you and creates a bondage. Они нас связывают, они создают эти путы, опутывают нас. It causes endless suffering in your life. Они являются причиной бесконечных страданий в нашей жизни. Look at neighbor has money, that is why they are always smiling, but I have lot of challenges. So what is that state of the mind? The money mind. Вот поскольку у моего соседа много денег, то он постоянно улыбается, а у меня множество проблем. Что это за ум? Это ум, который озабочен деньгами. Are you understanding? Sankalpa means either the imagined happiness or imagined unhappiness. Все ли понимают теперь? Санкальпа – это либо воображаемое счастье, либо воображаемое несчастье. So that triggers the mind and it creates a desire to be with you or not to be with you. Это заставляет ум либо желать быть с кем-то, либо желать не быть с кем-то. In both cases, either you have a repeat desire or your mind is agitated. So all the three factors causes the delusion, and from the delusion you get a pride or ego, and from the ego you have a jealousy. Everything you have created, and you are making others. The world is responsible for my stress and suffering. This is what the impurity of the mind is. И так неважно, что наш ум почувствовал жадность после удовлетворенного желания или же беспокойство после неудовлетворенного желания, он все равно пребывает в неведении, а это вызывает гордость, эго, зависть и прочие негативные эмоции, которые известны как загрязнение ума. And then I am explaining that how the entire stuff that is living in the mind, it expresses itself in different states of the mind. That is known as the impurity of the mind. Затем Гириш Jha объясняет, как эти различные состояния ума выражают себя в различных ситуациях, и это называется загрязнение ума. So money mind, I don't have money. The mind says you now live in depression. You have a sheep mind. It follows a particular path. It does not want to change. It wants to stick to it. Sheep mind. Oh, my honey doesn't want to change. He used to love me so much, but now that love is gone. So it is your problem. Если речь идет об уме, который озабочен деньгами, то тогда, если у вас нет денег, вам ум говорит, тогда вам нужно погрузиться в депрессию, и вы погружаетесь в депрессию. Если речь идет о стадном уме, который подобен овце, то такой ум не хочет меняться, не терпит изменений. Because if I recognize what are the impurities of the mind, how it springs in the form of a thought, feeling, speech, and action, then only I can get rid of it. Если я понимаю, что такое загрязнение ума и как они проявляются в мыслях, речи и действиях, только в этом случае я смогу избавиться от этих загрязнений. Are you understanding? We are talking of different expressions of the impurities of the mind that we think, speak, and act in our daily life the moment we wake up in the morning until we retire to the bed. Все ли понимают, мы говорим о различных формах выражения наших загрязнений ума, которые выражаются в наших мыслях, в наших действиях и в нашем поведении.
И это с нами происходит 24 часа в сутки, с момента, когда мы встаем, до момента, пока мы ложимся спать. So, money mind, sheep mind, monkey mind, rationalized mind, all the impurities of the mind. Итак, еще есть у нас вариант ума, который подобен обезьяне, и есть ум, который оправдывается постоянно. You know what is rationalized mind? Что имеется в виду под этим оправдывающимся умом? There is no cause to blame anyone, but we create a cause to blame and complain and react to the people, the society, the world outside. Нет никакой причины обвинять кого бы то ни было, но мы создаем эту причину. Мы оправдываем необходимость кого-то обвинить во внешнем мире. Then there is another mind. You know, these are the impurities of the mind. Rushed, narrow judgments about people based on limited stereotypes. That is your cognitive biased mind. That keeps your impurities intact. They do not want you to change. Также есть такая узость ума, это желание ума следовать своим предубеждениям и нежелание меняться. Then there is, no, I'm just categorizing so that you can easily understand. Another level is the stressed and angry mind. Another level, like and dislike mind. Another level, mood swing mind. Следующий тип ума – это ум, который находится в стрессе. Следующий тип – это ум, которому что-то сильно нравится или не нравится. И еще один тип ума – это ум, настроение которого постоянно меняется. And we already know depressed mind, ego mind, these are all the different expressions of the mind. If you start thinking, listening to this talk again and again, then you can find out you have other different states of the mind which makes your mind impure. Затем также есть ум, который пребывает в депрессии, есть эгоистичный ум. Если мы будем слушать это занятие снова и снова, то мы сможем определить, какой тип ума нам сейчас мешает продвигаться по пути. Your mind will throw a question to you. Do you think that I have enough time to do that? Because your mind is already engaged in the different impurities, states of the mind. That is why you are asking this question, do I have enough time? Кто-то может сказать, вы что думаете, у меня так много времени, чтобы вникать в это все, разбираться и столько раз слушать лекцию. Именно потому, что наш ум вовлечен в различные виды загрязнений, мы и задаем такие вопросы. I'm sorry, the person who sent me a message that guy changed in 1 year. I'm attending your session for the last 5 or 6 years. I did not change. So I wrote to that person. I'm not telling about the gender. I told to that person that you are not going to change even in 10 years. I wanted to hurt so that he or she can think of it, asking yourself that why I'm not changing because of these different states of mind. И тому человеку, который написал, что за год с ним ничего, за 5 лет пребывания с Гуруджи с ним ничего не произошло, Гуруджи ответил ему, что с тобой и через 10 лет ничего не произойдет. Он хотел намеренно причинить боль эго этого человека, чтобы он задумался о том, в каком состоянии ума он находится, какие загрязнения преобладают. And I can bet you on behalf of the Eastern wisdom
These different impurities, states of the mind, even if you change one a bit, you find the freedom. You find the peace there and calmness there. И Гуруджи нам обещает, следуя восточной мудрости, что если мы хотя бы немножко изменим хотя бы одно из тех состояний, которые он перечислил, то в нашем уме, то тогда мы испытаем свободу. I don't want to change. Do whatever you want to do. Но я не хочу меняться, неважно, что вы будете делать. So now we should go ahead. Then that is why I explained to you there are 6 conventional methods to purify the mind. Поэтому Гуруджи нам объяснял, что существует 6 традиционных методов очищения ума. This belongs to one group of 6 conventional methods, and the second group is the highest method to purify the mind. Это то, о чем мы говорили, относится к одной группе методов, а вторая группа является наивысшей группой из методов очищения ума. Should I talk about the best purification of the mind? Стоит ли, Гуруджи, поговорить о наилучшем методе очищения ума? Those who says yes, they are in kindergarten and they want to do PhD. Те, кто ответили на этот вопрос «да», несмотря на то, что они еще ходят в садик, они хотят сразу же защитить докторскую диссертацию. Who wants to do PhD? Кто хочет защитить докторскую диссертацию, поднимите руку. Without entering into the kindergarten, you don't know the ABCD. Let me do the research in astrophysics. Не зная азбуки, мы хотим заниматься исследованиями космоса. It is not the question that which one is the best. It is the question where I stand. How do I understand my own mind, my behavior, my attitude, and how these 6 conventional practices helps me to change my thought and speech and action. И здесь не важно, какой метод является лучшим или какой лучше других. Важно то, где я нахожусь, на каком уровне я нахожусь и как эти 6 методов очищения ума могут мне помочь. So in short, the first conventional method is known as the yajna, literally means sacrifice. Если вкратце, то первый метод очищения ума называется яджна, и дословный перевод – это жертвоприношение. So this yajna has many meaning, and one of the meaning is the sacrifice. Do you know what you mean by sacrifice? Сам термин яджна имеет множество значений, но одно из значений – это жертвоприношение. Понимаем ли мы, что подразумевается под жертвоприношением? Ani is not listening to me. I'm not going to do sacrifice. Жена меня не слушается, я не собираюсь ничего приносить в жертву. You sacrifice this state of the mind to leave the mind in the state of purity. Мы должны принести в жертву это состояние ума для того, чтобы ум очистился. Your mind says that this guy is crazy. You sacrifice this craziness. That comes to your mind. Если мой ум говорит, что вот этот человек безумен, то мы должны принести в жертву это
отношение, это состояние ума, которое нам говорит, что кто-то безумен. No, I'm telling you this guy is crazy. So it means that is another impurity of the mind, that is your rationalized mind. А если мы продолжаем настаивать и говорим, да нет, этот парень неправда безумный, то это состояние ума относится к оправдывающему. No, that guy, I hate that guy. I have a strong disliking. So again, the impurity of the mind has come. You have to sacrifice this disliking of the mind. That is happening in you. А если я говорю, я ненавижу этого человека, то тогда действительно в моем уме очень сильно выражено неприятие по отношению к этому человеку. И именно это неприятие я должен пожертвовать. Are you understanding? Say yes. Все ли понимают? Соглашайтесь, говорите да. But I still have strong likes and dislikes. You did not understand. Но все еще у меня есть то, что мне очень нравится, и то, что мне очень не нравится. В таком случае мы не поняли, о чем речь. Spirituality is not a just putting the map, GPS, and just start driving. I have to understand it clearly. Knowledge is very important. Духовность это не так, как сесть в машину, включить GPS и просто следовать подсказкам. Здесь надо очень глубоко вникать, размышлять и пользоваться знанием. We will understand in detail that how the yasna helps us to purify the mind and start living in calmness and peace all the day. Мы будем глубже разбирать, каким образом яджна позволяет нам очистить свой ум, чтобы жить в мире счастья каждый день. Second purity of the mind out of the conventional methods is known as the dana. Dana simply means charity. Следующий из традиционных методов очищения ума называется дана или благотворительность. Now I gave $5,000 to the church, but nothing happened to me, no change in my life. Я $3000 пожертвовал церкви, но ничего со мной не случилось, ничего в жизни не поменялось. So you brought those $5,000 when you were born. You own them. And that is why you offered. So you offered out of the ego. You offered out of the selfishness. It will not work. Ну, эти же доллары с вами не с начала вашей жизни. Вы эти доллары отдали церкви из своего эго. И в таком случае это не сработает такая благотворительность. So we will understand whatever I possess, I have a sense of ego in possessing. Even one penny. I drop that sense of possessiveness, that is known as the dana. Здесь важно это ощущение владения, то, что я думаю, что я этим владею. Если я избавляюсь от этого ощущения владения даже по отношению к одной копейке, то тогда это будет благотворительностью. So we will understand there is a physical charity, there is a mental charity, there is an emotional charity, there is a charity of the knowledge. Мы также будем разбирать различные виды благотворительности. Это физическая благотворительность, умственная, эмоциональная и благотворительность знания. So I'm giving you a lesson. Outside it appears, but internally I have a feeling that we all are real self. Knowledge is already within you. I'm just helping you to remember that you are of the nature of peace and happiness. With that attitude and the motivation, if I'm giving you the knowledge, that is the knowledge charity.
И когда Гуруджи нас учит, то внешне может казаться, что он как преподаватель нам читает какую-то лекцию, но и что-то нам рассказывает, но внутри он понимает, что это знание уже находится внутри нас. Он просто указывает нам, он просто напоминает нам, что кем мы являемся на самом деле, нашу истинную природу. И если он с таким отношением подходит к чтению, к лекции, к занятию, то это и будет благотворительностью знания. So your intention in the charity of the knowledge that I want to see the peace and happiness in everyone's life. И намерение здесь в благотворительности знания заключается в том, что я хочу, чтобы каждый находился в мире счастья. So that is your primary motivation in the charity. And the secondary motivation, like me, whatever you give, I accept. То есть это самая главная мотивация в благотворительности. А есть еще вторичная мотивация, как Гуруджи всегда говорит, все, что мы поднесем ему, он все примет, будет благодарен. And those who do not give, I'm still okay with them. А те, кто ничего не дает, то нет никаких проблем у Гуруджи с такими людьми тоже. But I'm very tough on those people who do not change. Но Гуруджи очень жестко относится к тем, кто не меняется. So this is the second conventional method. We are just, I'm giving you a brief of it, and then we will understand. We will also see the application, how to practice this. Это как бы такая обзорная лекция, посвященная этим методам, а чуть позже мы детально будем разбирать каждый и как их практиковать. Third conventional method is known as the tapa. Tapa is literally translated as self-discipline at the physical, at the mental, at the vocal level. Третья группа методов тапа, которая переводится дословно как самодисциплина на уровне физическом, на уровне ума и на уровне речи. Lot of practices. All yoga practices comes under tapa. Здесь множество практик, все практики йоги относятся к этой категории тапа. The fourth conventional practice is known as the japa. Четвертая группа традиционных практик называется джапа. You can also include under japa, it's a kind of a prayer, it's a meditation practice with a mantra, but we have to understand how to practice this japa every day. Сюда, к этой группе, можно также отнести молитвы, можно отнести практики медитации, которые с какой-то мантрой вместе выполняются, и мы должны понять, каким образом ежедневно практиковать это. And the fifth conventional practice, it is known as the tirtha in Sanskrit. That means that I connect to Eastern wisdom physically, mentally, emotionally. Пятая группа практик – это подсоединение к восточной мудрости физически, на уровне ума и эмоционально. And the sixth conventional practice is known as the vrata. It means I take a small vows and the promises in my life in relationship with reference to the world outside.
Шестая группа практик называется вратта. Она означает, что я даю себе маленькие обеты, обязательства беру на себя по отношению к каким-либо отношениям с другими людьми во внешнем мире. Your mind has a strong dislike for someone in the family, but then you take a small promise to yourself mentally and emotionally that I'm going to appreciate this person differently throughout the day. Если, например, нам кто-то не нравится в нашей семье, то мы даем себе такое обязательство, берем на себя, даем себе маленький обет, что вот теперь я буду этого человека ценить. I don't feel like appreciating. Why? Because you have a rationalized mind. That is also the impurity of the mind. Почему мы не хотим ценить? Потому что наш ум пытается оправдать то, что ценить такого человека нельзя. Now, can you ask yourself why you want to appreciate? Можем ли мы себе задать вопрос, а почему мы должны хотеть ценить этого человека? Because I want to remove that strong like and dislike mind which is causing the impurity in me. Потому что я хочу избавиться от этого сильного ощущения, что мне что-то нравится или не нравится, которое вызывает это загрязнение ума. No, but I don't see any good qualities in that person. Oh, you are a great guy. Но, мы можем сказать, но у этого человека нет вообще никаких качеств, за которые его можно было бы ценить. На что Гуруджи отвечает, ну да, ты You are above хороший the God. человек. You are above the God. Ты хороший человек, думая так, ты, значит, выше Бога. Can you recognize that is the impurity of the mind working in you? I have to change myself. Можем ли мы заметить, что именно это является загрязнением ума в нас, и мы должны это изменить? So it means that by these 6 conventional methods, I have to totally examine this mind, what is going on in my head, where it is going on, why it is going on, and then you recognize and you change those impurities, states of the mind. That will result into the purity, and that will help you to take the next step in the journey of self-discovery. Так, это означает, что с помощью этих 6 видов традиционных методов очищения ума я должен заметить, что происходит в моем уме, я должен глубоко проанализировать, как и почему оно там происходит, затем изменить свой ум, что приведет к его очищению, а это позволит нам совершить следующий шаг на пути к нашей цели. So the first conventional method is yajna. Итак, первая традиционная группа методов – яджна. Yajna, I told you that it is a sacrifice. Как Гуруджи уже говорил, яджна – это жертвоприношение. You are angry before me, so I sacrifice. I didn't say anything. This is not sacrifice. Итак, ты на меня злишься, я не буду ничего говорить, я приношу жертву. Это не жертва. What is then sacrifice? А что же тогда жертва? My mind feels hatred and reaction against you. I sacrifice that hatred and reaction is what the yajna is.
мой ум переживает гнев и реакцию по отношению к тебе, и я приношу в жертву этот гнев и эту реакцию. Это и есть жертвоприношение. Are you understanding this? Все понимают? So there is another definition of yajna is that I sacrifice my selfishness. Есть еще одно определение яджны, это то, что я приношу в жертву свой эгоизм. But why I am selfish? Но почему я эгоистичен? Because I am a consumer of the world outside. Потому что я потребитель в этом мире, потребитель всего во внешнем мире. Oh, you are my wife or husband. Why don't you follow what I say? It means I want to use you as a utility. And that is, I am a consumer. Поскольку ты моя жена или ты мой муж, ты должен делать то, что я сказал. Это такое отношение показывает, что мы хотим использовать своего мужа или жену как инструмент. И это отношение потребительское. So as long as I am a consumer of the world, as long as I do not sacrifice these different impurity states of the mind, yajna is not possible. И до тех пор, пока я буду оставаться таким потребителем, и до тех пор, пока я не принесу в жертву такие загрязнения своего ума, практики яджны невозможны. That is why I discussed 3 weeks ago that I have to recognize the false notion that I am a self-made man. Именно поэтому Гуруджи говорил еще 3 недели тому назад, что я должен отбросить представление о себе как о человеке, который достиг всего сам. So when we understand that in what way I'm a self-made man, I can drop and dissolve the idea of the ego that is working in my mind. Если я разберусь, как именно это представление мое о том, что я человек, который сам всего достиг, не является истинным, то это и поможет мне избавиться от эго в моей жизни. Do you still remember I discussed about in what way we are a self-made man? Помните ли вы еще о том, что Гуруджи говорил о том, что я не являюсь человеком, который сам себя, который достиг всего сам? I can say I'm a self-made man, but the air outside says, okay, let me stop breathing for you. Я могу утверждать, что я сам всего достиг, но воздух, который меня окружает, может сказать мне, все, теперь ты мной не будешь дышать. The space, the air, the water, the fire, the sun, because of these things I exist. How can I say that I'm a self-made man? Я существую благодаря этому воздуху, благодаря пространству, благодаря огню, благодаря воде. Как я могу утверждать, что я сам всего достиг? Are you understanding? Все ли понимают? So when I am grateful to everything who is contributing to my life, I am dissolving my selfishness. My mind becomes very calm. И когда я испытываю благодарность ко всему, что имеет свой вклад в мою жизнь, то тогда мой ум становится спокойным. И эгоизм мой уходит. Don't you think that I exist because of the sun? Unselfishly, sun gives that energy
by which I exist. Can I say mentally I'm grateful to you, Sun? What happens? I get connected to the Sun. And getting connected means I'm dropping my selfishness. Почему мы не задумываемся над тем, что мы существуем благодаря Солнцу? И можем ли мы поблагодарить Солнце за то, что оно создало условия для моего существования? Если мы так сделаем, то тогда мы подключаемся к этому Солнцу, и мы избавляемся от эгоизма. And one day your mind changes because you start thinking, I exist because of the Sun, you exist because of the Sun. How dare you mind blame and complain and react someone outside? And the mind is gone. You are pure. И тогда однажды ум задумывается над тем, что я существую благодаря Солнцу, и ты существуешь благодаря Солнцу. Так как же ты, ум, смеешь обвинять и жаловаться этого человека? И тогда мой ум освобождается. Are you getting it? Все понимают. Are you understanding it? Все точно понимают. I'm simply saying you are thinking in this line that I cannot be a self-made man because of the Sun, because of the Sun is contributing to my existence, what is called the life, the space, the air, the water. The science even says 70% of our body is the water. Гурджи просто нас просит думать в этом ключе, размышлять так, что мы не можем себя считать такими, которые сами всего достигли, потому что хотя бы потому, что существует пространство, существует вода, благодаря которым мы существуем. И та же наука утверждает, что наше тело на 70% состоит из воды. I know it is difficult to understand, but in the following session, I will explain in detail how to apply this yasna in daily life. Возможно, это сложно понять, но Гуруджи на следующих занятиях будет нам объяснять, каким образом применить яджну в повседневной жизни. When I am selfish, when I am egoistic, when I live and think out of the impurities of the mind, then I am not connected to the outside world. Когда я эгоистичен, когда я мыслю и действую, исходя из загрязнений в своем уме, то тогда я не подключен к внешнему миру. When I am totally disconnected to the world outside, then intellectually I say, oh, non-violence is so good, but I'm doing a violence inside my mind. И когда я отключен от внешнего мира, то тогда я на интеллектуальном уровне могу повторять, что не насилие, это так прекрасно, но в то же самое время я творю насилие в своем уме внутри себя. These 6 conventional practices promises that 90% of our anxiety, duality, and a conflict will come to an end, and we are prepared as a higher level of a seeker to treat the path of the self-discovery. Эти 6 видов методов, они нам обещают, что 90% всех наших беспокойств, двойственности, всего негатива в нашем уме уйдут, и мы будем готовы идти по пути самопознания, как искатель. So yasna, another definition of yasna is to drop, dissolve, and destroy the false assumption, ideas, notions about myself. Следующее определение яджны – это то, что нам необходимо отбросить, растворить, избавиться от неверных представлений
идей и допущений относительно того, кем я являюсь. Guruji, you are very good. You gave a good talk. No, you become good. That is more important. Кто-то скажет: Гуруджи, вы такую хорошую лекцию нам рассказываете, вы такой хороший человек, не стоит так говорить, лучше нам стать хорошими. Another understanding of the yajna that I gave, that I have to understand what is my place in the entire cosmos. What is my place in the space, in the time, in the constant working? I'm engaged in lot of work. Еще одно определение яджны, которое Гурдыш нам давал, это то, что нам необходимо понять свое место в этом мире, в этом космосе, пространстве, во времени и в той повседневной работе, которую я выполняю. Ultimately, yajna means the change of attitude. Самое главное, что яджна приводит к изменению нашего отношения. Attitude of the mind. К изменению отношения ума. Attitude has two parts. А отношение состоит из двух частей. One is conscious thinking associated with emotion. Это размышление, осознанное размышление, которое связано с эмоцией. I hate you. So this is a thought, I hate you, associated with an emotion of strong dislike. Я тебя ненавижу. Эта мысль «я тебя ненавижу» связана с эмоцией того, что мне не нравится. Did you understand? Did you understand what is attitude? Все поняли, что такое отношение. So it means thought plus associated emotion. Now the moment my mind has a thought of a hatred, I should change this thought so that the corresponding emotion should change. That is what the yajna is. Итак, отношение – это мысль плюс связанная с этой эмоцией, и поэтому, когда у нас возникает какое-либо отрицательное отношение, нам необходимо изменить мысль, которая является частью этого отношения, для того, чтобы поменялась и связанная с этой мыслью эмоция. И это и есть яджна. Did you understand it? Все поняли? So now think when your mind says, I hate this guy, corresponding emotion, how you should think in your mind. И теперь, когда ваш ум вам говорит, что я ненавижу этого парня, то подумайте, что вы должны сделать, как вы должны изменить эту мысль. Подумайте сами. You keep on thinking until the corresponding emotion changes. Продолжайте размышлять до тех пор, пока связанная с этой мыслью эмоция не изменится. Not only that, you express those thoughts so that the others also get rid of the negativity. И не только размышляйте, вы и выражаете эти мысли для того, чтобы другие тоже избавились от негатива. But other is not listening. You have a rationalized mind. You still have the impurity. Если вы утверждаете, что другой меня не слушает, это означает, что ваш ум оправдывается, у вас все еще есть загрязнение. So when you get rid of all the impure states of the mind, what is the result? The mind is full of compassion, love, peace, happiness is expressed outside, it becomes a compassion, and your life becomes beautiful.
Если мы очищаем свой ум, избавляемся от этих загрязнений, то тогда наш ум погружается в сострадание, становится сострадательным. Он выражает эту любовь во внешнем мире, она становится состраданием. I can tell you 99% of the people think their life is very good, criticizing people, entering into the gossip, and creating dislikes and likes. Гуруджи утверждает, что 99% людей нравится сплетничать, обвинять других людей. Они считают, что это улучшает их качество жизни. Do you agree with me? Согласны ли мы здесь с Гуруджи? No, I am a very noble person. Нет, я очень благородный человек. Then you are happy. Значит, ты счастлив. Are you happy all the time? А счастлив ли ты постоянно? So we will continue to understand this first conventional method of yasna, and we will see how to apply. I have given one way to apply. The moment anything happens to the mind, you become alert and aware. And you start thinking to change the corresponding emotion. Whether it relates to your friend or a honey or an enemy, no, I have to do nothing with anyone until I change myself. Так мы на следующих занятиях будем разбирать эти методы и то, как их применять в повседневной жизни. И нам уже Гуруджи дал один способ, как применять методы яджны, когда у нас возникает какая-то негативное отношение к кому-то, то тогда мы должны изменить так наши мысли, чтобы поменялись связанные с этими мыслями негативные эмоции. Мы не должны задумываться здесь о других, мы должны в первую очередь задуматься о собственном отношении и изменить его. You know what is going to happen to your mind then? И знаете ли вы, что тогда произойдет с вашим умом? 5-year-old boy, you say, oh, stop this. And he gets scared. And the next moment he approaches you with the same love, with the same care. Sorry, Guruji, who approaches? 5 or 4-year-old boy, you say, shut up. And he gets upset, but the next moment, everything changed. He approaches you again with the same love, same care. Как 5-летний мальчик, если вы на него накричите, то он сначала испугается, а через несколько минут он снова к вам подойдет с любовью, с заботой, забыв о том, что вы накричали. Your mind writes on water when the yajna is perfected. И тогда ум начинает писать по воде, когда практика яджны достигла совершенства. Did you understand? Все поняли, что это значит? Someone says crazy, your mind has written, oh, this guy told me, you write on the water. How long it remains? Если кто-то сказал мне, что я безумен, то мой ум просто как записал эти слова, как на воде, и как долго эта надпись сохранится. Did you understand? Все поняли? This is how our attitude changes. Вот таким вот образом меняется наше отношение. That is all for today. Thank you.